Одной из наиболее известных достопримечательностей пригородов Санкт-Петербурга является дворцовый царскосельский парковый ансамбль в городе Пушкине. Его жемчужина – Екатерининский дворец. Это место каждый год принимает огромное количество туристов, ведь побывать в Санкт-Петербурге и не увидеть его самого знаменитого дворца – большое упущение для гостя города. Дворец встречает своего посетителя золоченой решеткой парадных ворот. Фасад выполнен с особым шиком в стиле барокко. Лазоревая лента в сочетании с белоснежными колоннами, золоченым орнаментом, фигурами атлантов – это визитная карточка дворца. Он неповторим. Роскошь и великолепие здания оставляет непередаваемое ощущение трепета и восхищения. Екатерининский дворец в Царском Селе, будучи официальной резиденцией российских монархов, принимал самые пышные балы и маскарады. Первое, что вас встречает, это парадная главная лестница дворца, изготовленная из белого мрамора. Это великолепное творение архитектора Монегетти. Она была выстроена на месте китайского зала. Стены украшены вазами и блюдами из китайского и японского фарфора. Также на стене висят большие часы и барометр. Первый зал, в который вы попадаете, оставляет самые волнующие впечатления, ведь вы оказались в большом зале дворца. Его также называли «Светлой галереей», самое большое помещение. Он был предназначен для официальных приемов и торжественных балов. Зал и сегодня поражает своим богатством и красотой. Золоченая резьба, плафоны и зеркала вокруг. От всего этого дыхание перехватывает, и хочется рассмотреть и запомнить каждую частицу украшения зала. Благодаря 13 большим окнам и зеркалам между ними, архитектор Растрелли смог добиться такого эффекта, что зал кажется огромным и бесконечным. Любой звук повторяется 32 раза. Это было необходимо, чтобы голос императрицы был более грозным и властным. На балу в Екатерининском дворце гости с нетерпением ожидали появления императрицы. Когда двери зала открывались, взгляд их поражала золотая парадная анфилада дворца, протянувшаяся вдоль всего здания. Императрица шла сквозь эту анфиладу, вся окруженная золотом, будто оживший портрет в золотой раме. Рядом с большим залом располагается кавалерская столовая. Стены ее украшены картинами и резными золотыми узорами. Обеденный стол находится в центре комнаты. Здесь представлены предметы из знаменитых орденских сервизов. В кавалерской столовой проходили приемы для небольших групп гостей, а также небольшие балы. Белая парадная столовая служила для обедов императорской семьи. Здесь проводились официальные обеды, празднества с роскошной и сложной сервировкой столов, фонтанов из вина и шампанского. На стенах зала висят картины придворного художника Грота. На них изображены сцены охоты, натюрморты. В картинном зале Екатерининского дворца собраны работы наиболее известных и талантливых западноевропейских художников. Помещение было предназначено для дипломатических встреч и приемов. Оформлением его занимался архитектор Растрелли. Картины подбирались по размеру и по сочетанию цветов, чтобы составить в итоге единую мозаику, покрывающую все стены зала. В годы Великой Отечественной войны комната была полностью разрушена. Картины удалось вывести, сохранить, а потом и вернуть. Антикамеры получили свое название от итальянских антикамера – передняя прихожая. Эти помещения находились перед большим залом и предназначались для ожидания приемов
и выхода императрицы. Во время больших приемов антикамеры также использовались, как и жилые помещения. Главными элементами антикамер являются деревянная золоченая резьба, объемная скульптура, потолки с большими живописными плафонами и геометрический рисунок паркета из ценных пород дерева. В зеленой столбовой ранее находилась буфетная. Здесь хранилось столовое серебро и фарфор. Малиновая и зеленая столбовые комнаты были названы так из-за оригинального оформления стен. Стеклянные столбы украшали стены. В соответствии с цветом фольги комнаты и получили свои названия. Малиновая столбовая использовалась для проведения настольных игр. В портретном зале дворца находятся картины с парадными изображениями императорских особ. Здесь же представлено самое известное изображение императрицы Екатерины I в ее парадном наряде с лентой Андрея Первозванного, а также парадные портреты Натальи Алексеевны, императрицы Елизаветы Петровны, императрицы Екатерины II. Янтарная комната была полностью утрачена в годы Великой Отечественной войны. После того, как фашисты заняли Царское Село, она была вывезена за пределы России. По одной версии – Кенигсберг, по другой комната была спрятана на дне Балтийского моря. До сих пор эта тайна не раскрыта. Над восстановлением комнаты трудились ученые и мастера янтарного дела Царского Села с 1979 года. Они восстанавливали комнату по сохранившимся фотографиям. Сразу после начала Великой Отечественной войны началась эвакуация музейных ценностей Екатерининского дворца. В течение 83 дней небольшой группой музейных работников осуществлялись их отбор, упаковка и погрузка для отправления в тыл. Скульптуры закапывались в землю. Янтарную комнату не стали эвакуировать из-за большой хрупкости панелей, побоялись их сильно повредить. Пушкин был оккупирован немецкими войсками с сентября 1941 по январь 1944 года. За это время Екатерининский дворец был полностью разграблен. Вывезено было все, включая паркет и ткани со стен. А в мае 1942 года произошел сильный пожар, который полностью уничтожил южную часть дворца. Перед отступлением из Пушкина дворец собирались взорвать. Он был заминирован авиабомбами, но его успели разминировать. Только в 1957 году было принято решение о восстановлении Екатерининского дворца. Реставрационные работы продолжаются до сих пор. Постепенно, шаг за шагом, восстанавливаются полностью или в значительной мере утраченные интерьеры. Екатерининский парк в Царском Селе – шедевр культурного наследия, где оставили следы все российские самодержцы. Все истории Екатерининского царскосельского парка невозможно узнать за один день. Однако единственного посещения
хватает для того, чтобы влюбиться в это удивительное место. На площади 1 квадратный километр соседствуют рассчитанно небрежные виды пейзажного сада и симметричные участки голландского парка. Вниманию экскурсантов представлено более сотни скульптур, построек, мемориалов работы известных архитекторов и инженеров. Главная жемчужина царского села – Большой Екатерининский дворец. Территория парка – наглядная иллюстрация развития ландшафтного искусства на протяжении XVII-XVIII веков. Здесь можно увидеть основные тенденции организации паркового пространства и архитектурных приемов от голландского верхнего сада с его выверенной симметрией до буйства английского пейзажного театра. Согласно легенде, одним из первых садовников парка стал его императорское величество Петр I. Он лично высаживал на участке молодые дубы и платаны, чтобы порадовать прелестную фаворитку. Истории многих павильонов поистине удивительны. Так, турецкая баня недаром имеет облик мечети. Эта прихоть Николая I была ответом на непотребства турков, которые в ходе войны оскверняли русские церкви, превращая их в бани. А находящаяся прямо за баней миниатюрная копия римской пирамиды – не что иное, как последнее пристанище 3 любимых собачек Екатерины II с оригинальными эпитафиями.